Здравствуйте, дорогие друзья! Языковый скандал, разожженный Ириной Фарион, повлек достаточно мощный поток комментариев. В числе комментаторов не мог не оказаться языковый омбудсман Тарас Кремень. Его комментарий представляет собой достаточно значимый маркер и фактически демонстрирует официальную реакцию украинского политикума на скандал. Если Зеленский молчит, Стефанчук крышует Фарион, депутаты Львовского совета и кое-кто из артистов пытаются выбить для Фарион статус лица вне закона, что на латыни звучит как «amitere liberam tegem», то Кремень заявляет то, что выходит за рамки законности и требует немедленной реакции правоохранительных органов. Первая реакция украинских военных на передовой, когда они слышат русский язык, это выстрел, заявил мовный омбудсман. С началом полномасштабного вторжения фактор языка – это не только фактор свободы, но и безопасности, нашей идентичности и культуры, и это маркер свой-чужой. И военные с передовой неоднократно говорили о том, что там, где слышишь русский язык, первая реакция – выстрел. Поэтому украинский – это фактор безопасности, это и фактор слаженности, и понимание, где кто находиться, свой-чужой, заявив Кремінь. З початку повномасштабного вторгнення фактор мови – це не тільки фактор свободи, але це і безпеки, нашої ідентичності і культури. І це маркер свій-чужий. І військові з передової неодноразово говорили про те, що там, де чуєш російську мову, перша реакція – це постріл. Тому українська стала це і фактор безпеки, це і фактор злагодженості і розуміння, де хто знаходиться свій-чужий. Для Тараса Кременя стрельба в человека, говорящего на русском языке, это норма. Это фактор безопасности и слаженности. Такая позиция Кременя свидетельствует о том, что он, занимая пост языкового омбудсмена, представляет социальную опасность для граждан Украины, говорящих на русском языке. Мы с вами понимаем, что военный, находящийся на передовой, должен принимать решение о стрельбе на поражение не на основании того, что он услышал русскую речь, а руководствуясь совсем другими критериями. Русская речь может звучать как из уст российских солдат, так и из уст гражданских лиц, а также украинских военнослужащих. И в данном случае выстрел в сторону гражданского лица и украинского военнослужащего является военным преступлением. Тарас Кремень обязан это понимать, но если он этого не понимает и не хочет понимать, а фактически оправдывает военных преступников, то ему, как представляющему социальную опасность, следует провести принудительное психиатрическое обследование, как того требует законодательство Украины и, в частности, закон Украины о психиатрической помощи и основы законодательства Украины об охране здоровья. Заявление о принудительном психиатрическом обследовании Тараса Кременя может быть подано любым гражданином Украины, находящимся либо в зоне военных действий, либо на территории, где введен комендантский час. А теперь о цели, которую преследует Тарас Кремень, делая такие неадекватные заявления. Он думает, что русскоговорящие военнослужащие в результате его заявления перейдут на украинский язык? Возможно, но его политическая и интеллектуальная близорукость не позволяет ему сообразить, что его точка зрения может быть взята на вооружение не только украинскими военнослужащими, но и российскими. И что случится тогда, когда россияне начнут стрелять в сторону человека, говорящего на украинском языке?
Не станут ли украинские военнослужащие в целях собственной безопасности переходить на русский язык? Или такой результат своих неадекватных заявлений Тарас Кремень, находясь не на передовой, а в своем теплом кабинете, не может даже и предположить? В данной ситуации, скорее всего, речь идет о профнепригодности Тараса Кременя как уполномоченного по защите государственного языка. И поскольку Тараса Кременя на должность назначил Кабинет министров Украины, то именно Кабинет министров Украины обязан принять решение о дальнейшем пребывании Тараса Кременя в должности уполномоченного, а не покрывать его неадекватные заявления. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч!